Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина. Сегодня очень интересное видео из джинсовых лоскутов. Вот что можно с ними сделать? Да, большие лоскуты, можно что-то придумать, но в ход пойдут даже маленькие обрезки, вот такие. Нам понадобится любая абсолютно основа. Можно взять ненужную ткань, старый пододеяльник, все что угодно. Но у меня нетканое полотно, мне нравится на нем шить, у меня его много. Взяла размер верх 44, высота 38 и низ 39. Но размеры выберите свои. Я выкроила как бы на глазок, не придерживаясь размером. И теперь беру одну заготовку и на ней буду творить чудо. Я потихоньку старые джинсы беру в расход. Вот они совсем потертые, вот это некрасивое. Я визуально просто вот так вот делаю такие неровные детальки. Вот это, видите, дырка, она мне не нужна. Размещаю наверх. Лишнее, конечно, это все будет отрезаться. Для удобства пошива можно воспользоваться флизеленом или паутинкой. Вот еще одна большая полоска. Ее, конечно, жалко резать, но я ее разрежу. Также делаю слегка волнообразно, но делаю не по всей ширине. Вот эту маленькую я подсовываю буквально примерно на 5 миллиметриков вниз, так, чтобы она перекрывала. Из другого лоскутка сделаю тоже подобие. Также вырезаю фигурную. И также вставляю вниз. Но так как у меня здесь прямой край, я вот этой красивой буду перекрывать. Сильно утолщения не делайте. Есть вот такая узкая полоска. Она здесь примерно сантиметров 7, а здесь сантиметров 5. Я примерно вот так отрежу ее. И также сделаю слегка фигуристую. Ну, над полотном, конечно, мы не режем, потому что лоскуточки сыпятся на полотно, потом это все счищать. Если вы хотите бахромушку, вы можете оставить, не срезать или, наоборот, подбахрить. Вставляю также под низ, закрываем все пространство, но так делаем, чтобы у нас был какой-то контраст между тканями. В ход еще идет одна полоска. У меня вот здесь получился уголок, он некрасивый. Я беру его и просто срезаю, делаю закругленный. Вот такой фон у меня получился. Если вы использовали клеевую, вам достаточно пройтись утюгом и прошивать или зигзагом, или какой-нибудь отстрочкой красивой. Но я все фиксирую булавками, но потом прошиваю. А булавками фиксирую так, чтобы у меня ничего не развалилось. Скалываю сразу 2 кусочка ткани с основой. Стараюсь прикалывать так, чтобы захватить сразу несколько лоскутков. Такой еще нюанс. Если вы шьете одной строчкой и для удобства, если вы не использовали клеевую, допустим, выложили 2 ряда, прострочили, подложили еще 3-й ряд, прострочили. Делайте так, как вам удобно. Я прошила. Для большего эффекта пустила кружева, но не везде, как вы видите, и декоративную строчку. Взяла специально белые нитки, чтобы был какой-то контраст. У меня небольшой лоскуток ткани, я нарисовала ветку. Но здесь намного темнее, чем на этой стороне. Немножечко я сглупила. Я сейчас попробую вырезать. Если не будет видно все-таки ручку, когда буду прошивать, то я оставлю эту сторону. Вот видите, очень сильно бросается в глаза, а это немножечко приглушенно. Решила все-таки я светлой стороной веточку разместила так, чтобы не прикрывать кружева. Они вот здесь будут как раз выглядывать, а здесь у меня будет основной рисунок. И так как ветку неудобно будет пришивать, она будет деформироваться, ее надо приклеить на клей-карандаш или на паутинку. Вырезала из лоскутов 2 птицы.
Это одна и та же ткань, только две стороны. Вот одна, вот другая. И опять же, они получились у меня разные. Смотрите, если бы разместила вот так, ну как-то не очень было бы. Я пустила веточку между хвостиком. Вот. От края, видите, отступил немножко места. Они смотрят друг на друга. Влюбленная пара. Я их приклеила на клей-карандаш. И теперь их нужно прошить по контуру. Я переключаю машинку на свободный ход, потому что я решила пустить строчку, сделать выразительные перышки, пройтись к контуру и чуть-чуть поиграть с фоном. Для свободного хода я использую вот такую лапку. Опускаем зубчики вниз, транспортер. Нитка должна быть одинакового качества, что в шпульке, что в катушке. Чем хорош свободный ход, шьем в любом направлении. Не приходится крутить полотно туда-сюда. Прошила я рисунок. Птица прошлась зигзагом 2 раза. На свободном ходу прямой строчкой сделала перышки, бровки, глазки. Дерево решила также прошить черной ниткой. Просто шла, раз уголок сделала, дальше пошла, уголок сделала, дальше пошла. И получилась как бы имитация ветки. Довольно-таки интересно получается, но мне не хватает красок. И я решила прям совсем немножко добавить зелени. Пришила листики, и для красок я добавлю вот такие просто примитивные цветы. Если есть у вас какие-нибудь искусственные цветочки, конечно, можно пришить или вышить. Вот так я поменяю местами, чтобы сильно на одном фоне не сливались. Мое мнение, вот такой вариант будет лучше смотреться. Посмотрите, как с этими цветами заиграло полотно. Но я решила еще немного добавить белого цвета на верхний фон и кое-где здесь вот пустить. У меня есть такая небольшая ассоциация. Вот этот светлый фон – это небо, это речка, а ветка спускается над речкой. Потому что серединка более синий такой фон, и кажется, что действительно это вода. Если делать зимний вариант, то можно сделать грудки красные и ветви рябины. И получится очень красочно и очень красиво. Дорогие мои, посмотрите, как интересно получается. Всего где-то 2,5-3 часа у меня заняло времени это полотно. Но на обратной стороне выкрутасы делать не буду. Сделаю в таком же порядке примерно, разложу лоскуты и просто сделаю декоративную строчку. Проложив декоративную строчку, как вы заметили, не по всему полотну, а оставила пустые участки. И посмотрите, какой контраст, как гармонирует это все. Из такого полотна можно сделать картину, панно, коврик, блок, в одеяло или покрывало. Шить также сумку. Но пошив сумки будет в другом видео. Вы заходите, посмотрите. Не забывайте заглядывать в гости. Прогуляйтесь по плейлистам. Много чего интересного, особенно в плейлисте «Текстильная пицца» или «Лоскутное шитье». Пишите комментарии. Подписывайтесь, жмите колокольчик. На этом все. С вами была Валентина. Пока-пока.